Отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он воротил океан. Раз 15 лет отбивал среди акул. Но и раз даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою напевал он песенку свою. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подчинитесь, только смелым покоряются моря. Потекла моча по трубам. Капитан, как обычно, пленных не брать. Ясен хер. Йорлиев, твоя цель очень хорошо охраняется. Задача бесшумно проникнуть в лагерь и устранить ее. Важно сделать это тихо и незаметно. И также уйти оттуда. За это ты получишь хорошую премию. За дело. Да хранит тебя Ситис, брат мой. На колени, ублюдки! Это ограбление! Да, только шелохнитесь. Я расщелкаю ваши головы, как гребаные орешки. У вас 5 минут, парни. Вытаскивайте все из хранилища и валим. Галмар, следи за этими педиками. Вы, скорее всего, не знаете, кто я. Я и сам был когда-то обычным парнем, которого никто не знал. Величайший контрабандист всего Скайрима, а после один из самых влиятельных людей. Да, это были безумные времена. Давайте начнем с самого начала. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just... Меня зовут Локер. Я родился в Рорикстеде. Это небольшая деревенька в 4 дома в Скайриме. А ёпты, что я вам тут рассказываю? Вы и сами все знаете. Хотя это еще одна идея для видео под названием «Самая секретная деревня в Скайриме». За все время, что я тут прожил, ни хера не изменилось. Разве что мой хер стал больше, а мои одногодки уже женились и нарожали детей, которые скоро вырастут и тоже нарожают детей, которых либо сожрут волки, либо медведи, либо они будут до конца своих дней пасти коров и работать на полях с мотыгами. Да уж, незавидная участь низкоинтеллектуально развитого социального звена. А чему вы, блять, удивляетесь? В Скайриме даже школ нет. Чем вы разовьетесь? Биографией Борензии? А вот, собственно, я. Вы не удивляйтесь, что я не особо похож на себя взрослого. В Скайриме такая особенность детей. Они друг на друга похожи. Нет, у них у всех не один батя. Просто беседка в рот и многие решила не париться в этом вопросе. А вот мой батя. Если меня зовут Локер, то его отец назвал Чпокер. Мой батя не обладал особым энтузиазмом и просто поменял ЧП на букву Л. Коим изменениям я, собственно, безудержно рад. Знаете, я очень рад, что мне не довелось пережить такой психологической травмы с именем, как моему отцу, которая преследовала бы меня всю жизнь. Эй, Чпокер! Здорово, сосед! Кого сегодня чпокал? Свою мотыгу? Ха! Она огонь! Повезло тебе. А у меня вот жена. Пойдем, брошу пару палок. Ха! Чпокер, Злопокер, ну имя. Хорошо его батя с именем стебанул. Как говорят в Скайриме, у большинства тут имена, говорящие о тех, кому они принадлежат. Так вот, мой батя к ним не относится. За всю жизнь он успел отчпокать мою мать, которая умерла во время родов, а потом периодически свою руку. Все остальное время его чпокала жизнь, заставляя проводить его по 12 часов на улице с мотыгой.
чтобы прокормить меня и себя. А это были мои друзья. Локер, что делаешь? Я изучаю особенности ветра, вычисляя его силу, скорость, а также стороннюю принадлежность. Пойдем с нами играть в прятки. Прошу прощения, но данного рода занятие сублимация мне более по душе. Как хочешь, умник. Побежали, братан, устроим золотой дождь соседской курице. Не сравнивай. Живущий несравним. С каким-то ласковым испугом я согласился с равенством равнин, и небо круг мне был недугом. Я обращался к воздуху слуге, ждал от него услуги или вести, и собирался в путь, и плавал по дуге не начинающихся путешествий. Сынок, ты что там бубнишь? Пойдем посмотришь, как я работаю. Ну, пап, я видел это 1000 раз. Там нет ничего сложного. Физический труд является самым простым для обучения занятием и самым низкооплачиваемым. Если ты, конечно, не порноактер или проститутка. Любой профессор может научиться махать мотыгой, в то время как тому, кто только умеет махать мотыгой, придется приложить немалые умственные потуги, чтобы стать профессором. Так, если не заткнешься и не пойдешь со мной, останешься без обеда. В силу твоего физического преимущества, это действительно аргумент. Идем, пап. Но помни, во сне все беззащитны. Ага. Смотри, сынок, когда ты вырастешь, ты также будешь махать мотыгой. От восхода до заката. Я обожаю это занятие. Смотри, оп. Хорошо у меня получается. Да, пап, ты просто профи. Давай, задай этой земле. Да уж, так проходил почти каждый день. Но я кардинально отличался от своего отца. Своим мировоззрением и взглядами на жизнь. Уже в 6 лет мое интеллектуальное развитие превышало развитие любого жителя Рорикстеда, что было на тот момент для меня весьма странно. Я знал странные слова, мог изъясняться и четко выражать свои мысли в словах. И мои интересы и планы на будущее шли вразрез с теми, коими грезил мой отец, который, скорее всего, мотыжил даже во сне. Кажется, дождь начинается. Локер, возьми мотыгу, занеси в дом. Я на поле забыл. Я пока соберу дрова за домом, они уже высохли. Блять, ну охуенно вообще. Выйти в 2 часа ночи одному в поле по просьбе находящегося во сне бати. Батя такой просыпается. Ёпта, а где Локер? А Локер волки сожрали на поле, пока за мотыгой злоебучий ходил. Ой, хотя я вообще сомневаюсь, что она там будет. А это что еще? Ну нахер! О том случае я ничего не рассказал своему отцу, так как не хотел, чтобы он переживал. И следующий день начался таким же, как и все предыдущие. Смотри, как я могу, сынок. Ты тоже будешь таким? Пиздатый денек. Но не такой пиздатый, как моя мотыга. Все было весьма стандартно и шло своим чередом. Если бы в одну ночь я не узнал того, о чем лучше бы никогда не узнавал. Папа, что с тобой? Ты чего так вырядился? У тебя кукуха поехала? Говорил я тебе, что долгая работа с мотыгой на жаре до добра не доведет. Сегодня тебе предстоит узнать главную тайну Рорикстеда. Батя, ты что, состоишь в темном братстве? Сука, кто-то устроил на меня темное таинство.
дай мне поговорить с Матерью Ночи. Это какая-то ошибка. Все хорошо, сынок. Успокойся. Нет, отец. Ты разбудил меня посреди ночи в этом грёбаном черном одеянии с кинжалом. И я теперь ни хрена не успокоюсь. А может, ты некромант? Тебе приказали принести меня в жертву, чтобы доказать верность Ордену. Давай ты ударишь себя в нос, а я убегу. И ты скажешь, что мальчишка удрал. Отец, мне нужна фора. Мы столько лет прожили вместе. Не будь настолько бессердечен. Да нет же. Стоп. Нет. Отец, вы снимаете детское групповое порно? Отец, мое очко, да и психика не выдержит этого. Я больше не буду уклоняться от просмотров того, как ты херачишь землю мотыгой. Клянусь Ситисом, королем червей, или Майклом Джексоном, или кто у вас там этим всем рулит. Сынок, ничего с тобой не будет. Даю слово. Успокойся. Просто иди за мной. Я обещаю. Я просто хочу тебе кое-что показать. Да уж, успокоишься тут. Встряхнул ты, конечно, мои нейронные связи. Ладно, идем. Была не была. Как говорится, удиви меня. Локер, привет. Прости, что мы напугали тебя той ночью. Можешь не бояться нас. Соседи? Какого хрена? Это что, репетиция перед комик-коном? Нет, Локер. Сегодня ты узнаешь самый секретный секрет плодородия земель Рорикстеда. Самый секретный секрет плодородия земель Рорикстеда. Что за дебильное название? Ты что, мистер Кэт? Хотя нет, вроде адекватный. Этот секрет хранился в тайне от всех, но сегодня я поведаю тебе о нем. Этот ритуал издревле давал Рорикстеду лучшее плодородие в Скайриме. Сегодня мы будем воздействовать на силы природы. Вы готовы? Выстроитесь в ряд и приготовьтесь начинать. Сынок, тебе лучше отойти. Да, я лучше в сторонке постою, чтобы успеть съебать в случае чего. За врачом, для душевнобольных. А то я с вами всего 1 минуту, а уже боюсь за вас. Слава Рорикстеду! Слава Рорикстеду! Слава Рорикстеду! Во славу Рорикстеда! Фу. Вот и все, сынок. Перед этим ритуалом члены Ордена не ходят в туалет весь день. Как тебе? Честно? Сказать, что я охуел, ничего не сказать. Секретный ритуал? Просто поссать на поле и посрать? Да я каждое утро так ритуалю. Вот же паскуды. А я все думал на местную козу, что она столько на поле наваливает. Мы ее еще выгоняли с друзьями с поля, чтобы она тут не срала. Прости меня. Я не ведал то, что творил. И как у вас орден называется? Орден удобрителей? Чуваки, честно говоря, я, конечно, подумывал, что вы чокнутые, но я ошибался. Вы просто ебанутые, на всю голову. Пейте антидепрессанты, а то тут и до дурки недалеко. Вам только осталось друг друга подрочить во славу Рорикстеда. И моя психика будет окончательно травмирована на ближайшие 60 лет. Не говори так, сынок. Чпокер, твой сын позорит Орден земель Рорикстеда и изгоняется из Ордена. Впредь ему будет запрещено посещать наши ритуалы и принимать в них участие. Фу. О нет, Роланд, ты не можешь так поступить. Это мой сын, и он еще ребенок. Он не ведает, что творит. Он рожден для этого. Дай ему шанс. Нет, Чпокер, я принял решение, и оно окончательное. Ёб вашу мать, дядя, успокойтесь. Вы меня бы хотя бы спросили. Знаете, что я скажу? Идите нахер с подобными ритуалами. Вы,
Кучка больных извращенцев. Я ухожу, а вы дальше можете продолжать свои групповые терапии по дружному испражнению и обливанию земли уриной в черных плащах. Это очень важный атрибут, я уверен, как и ваша польза для Рорикстеда. Ах да, хер я еще поем с этого поля. Буду сам себе выращивать. За домом. Ёпта, о чем я вообще думал? Темное братство. Это скорее коричневое братство. А вот орден червя им подходит. Запрещено посещать. Ох, я много потеряю. Сынок, смотри, как я могу. Оп, оп. Локер? Сынок. Сынок, а я тебя искал. Ты сегодня не смотрел, как я мотыжу. Что с тобой? Это все из-за вчерашнего? Прости меня. Ты был не готов. Дело не в этом, пап. Просто это все не мое. Это мотыга, деревня. Я хочу большего. Хочу выбиться в люди, заняться торговлей, стать богатым, чтобы не мучиться всю жизнь, как ты. Хочу стать великим человеком, чтобы обо мне слагали легенды. Мы живем один раз, пап. Так зачем растрачивать жизнь на действия, которые приносят мало пользы, не добиваясь великих целей? Знаешь, сынок, из тебя торговец, как из меня. Все, что у нас есть, это этот дом, да мотыга. И это поле. Как говорится, выше головы не прыгнешь. Так что нет смысла стараться, Локер. В мире тебя ждут только страдания и боль. А тут хорошо. Такая уж у нас судьба. Да, пап, ты прав. Я просто навыдумывал себе всего. Умничаю. Местные дети не особо воспринимают меня. Я абсолютно никто. Просто ребенок. И до конца своих дней буду мотыжить и опорожняться в черном плаще на поле. Такова судьба. Сынок, подожди. Не слушай никого. Кто скажет тебе, будто ты чего-то не можешь? Даже меня. Если есть мечта, оберегай ее. Люди, у которых что-то не получилось, будут уверять, что и у тебя не получится. Поставил цель, добился. Запомни, сынок. Батя, это ты? Где-то я это слышал. Но похер. Ты как мать его Тайлер Дерден. Может, тебя нет? Или меня? Давай, ударь меня. А я потом закричу. Ай, как больно-то! Зачем в ухо-то? И бесплатно откроем бои без правил в подвале. А затем местную террористическую подпольную организацию. Сынок, кто еще из нас ебанутый? Согласен. Завали ебало, сын, и готовься. Пора делать из тебя человека. Отец многое дал мне и многому научил. Это были лучшие годы в моей жизни. И спустя 20 лет я похоронил его близ Рорикстеда. Он был уже стар и умер, простудившись на поле. А я решил продать дом, собрать вещи и отправиться на поиски себя. Then I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
На следующий день, передохнув, я отправился дальше, двигаясь к своей мечте. Я был уверен, что хорошая жизнь была уже близко. А вот и добыча! Гони сюда свои денежки, тварь, или мы тебя убьем. А вот и первое испытание. 3 человека. Первый вооружен стальным мечом, легкая броня, много открытых мест. Это, вероятно, главарь, уверенный взгляд, одежки заключенного и стальной кинжал. Этот самый опасный, облачен в броню и вооружен двемерским оружием. Убиваем первого, отрезая у банды их мощь. Затем главарь, он легкая добыча. Оставшийся в растерянности, добиваем мы его. Это победа. И уверенной походкой продолжаем путешествие. Ага, конечно. Легко так стоять и рассуждать, особенно когда никого не убивал в жизни. Максимум, кого я убивал, это был мой стояк, который я регулярно убивал с помощью Эмили. Так, кстати, звали соседскую дочку. Она была очень красивая. Но было одно небольшое но. Ей было 4 года. Вы, конечно, ничего не подумайте. Эмили я дал имя своей правой руке. Это еще та чертовка. Выматывает на все 100. У нас это семейное. Батя рассказывал, что тоже давал имя правой руке, а потом случайно узнал, что также звали нашего соседа. Ох уж, и настрадался мой батя. Эй, Педрила, ты в порядке? Я просмотрел все варианты будущего, чтобы оценить возможные исходы конфликта. И много вариантов увидел. 14 миллионов 625. И во скольких твоя ебасосина не разлетелась? В одном. Хорошая тактика, лошара. Так уж и быть, живи, мразь. Попадешь еще раз, в шкуру спустим. Вот так вот в одно мгновение я лишился всего. Денег, планов, надежды. Все было в жопе. Отец, прости, я тебя подвел. Как бы ты ни готовился к жизни, она всегда найдет удобный случай, чтобы присунуть тебе в тот момент, когда ты расслабишь булки и не будешь ожидать подвоха. В детстве отец мне много рассказывал о легендарном месте, монастыре под названием Высокий Хродгар, который располагался почти на самой вершине горы Глотка Мира. Там обитали члены Ордена, старые отшельники, которых звали Седобородыми. Говорят, они принимают путников и на халяву кормят и обучают. Короче, я решил, раз такое дело, почему бы не отправиться туда? Но кажется, это была хреновая идея. В детстве отец меня много заставлял бегать. Каждое утро по 10 километров. Отец, хватит, я больше не могу. Мы что, сука, во французский легион готовимся попасть? Запомни, сынок, на всю свою оставшуюся жизнь одну величайшую мудрость, которую поведал мне мой отец и которая пригодится тебе еще не раз. Сбежать успел, хлебальник цел. Ага, и еще, наверное, поведал вот эту. Пока есть силы, что есть мочи, весь день на поле с тяпкой дрочим. Тогда я над этим смеялся, но тут мне это пригодилось. Да, бег как и Ваканда, навеки. Я сильно проголодался. Хорошо, что местные паломники оставляют тут всякую хрень. Это что, ветка чертополоха? Холодно-то как. Да пофиг, и это сожрем. К вопросу о паломниках. Интересно, как они сюда добираются, если по дороге тебя пытаются убить всякие твари? Может, они им что-то дают за проход? Например, свой проход. Ха, да ну не, еду там. Хотя тоже бред. Беседка гребаная морочит голову людям. Жутковато тут. А там интересно что? Сука, напугал. Не догонишь меня, пидорюга.
Отец говорил, что эти седобородые сильны духом люди, которые встали на путь добра, развиваясь духовно и годами медитируя, совершенствуя особую силу голоса под названием Туум. Это что-то типа сильной магии, только с помощью слов. Вау, это то самое место. Я уже близко. Ты кто такой? Мы никого не ждали. Арнгейл, это, наверное, из доставки еды. А, ну тогда можешь оставить тут и пойти нахер. Сдачу оставь себе. Что? Вы вообще седобородые? Вопросы тут не задают. Слушай, ты паломниц там не видел по дороге? А то последний раз неделю назад одна заходила. Монетку пришла положить на счастье. И как удачно? Да, мы всю ночь за щеку ложили, только не монетки. По дороге я видел медведицу. Если вы ей за щеку ложили, то вполне вероятно. Давай тут не болтай много. Закрой дверь с обратной стороны и сваливай. Только не забудь бабке еду оставить. Или тоже накидаем болтов. Ты понял? Слушайте, вам не кажется, что вы чересчур охренели? Из книжек я совсем по-другому себе представлял седобородых. Да что мы в самом деле-то? Прошу прощения за Арнгейла. Он просто уже несколько дней не медитировал. С чем пожаловал к седобородым, путник? Я бы хотел обучиться голосу, остаться у вас жить. Прописка есть? Если с Винхельма, мы возьмем сразу. А если из какого-нибудь Залупинска, Рорикстеда, даже не пытайся. Я из Рорикстеда, к сожалению, и я не знаю, что делать. Ну, раз такое дело, брат, не переживай. За 10 000 золотых мы оформим и возьмем тебя. А можно хотя бы с глотки мира посмотреть на Скайрим? Да, конечно. Подняться наверх 5000 золотых. Экскурсия с гидом 9000. Зайти во двор и посмотреть на виды отсюда 2500. Экскурсия по комнатам 2000. Нет, мне не нужно это. А, я понял. Так бы сразу и сказал. Бори 2500 час. Эйнард 3200. Вульфгар 5000. Все допы по 500. Научить медитации, показать Туум. Фистинг, Золотой дождь, урология, букаки, ДП, МБР, глубокий минет, ролевые игры, групповой массаж. Есть ролевая игра. Двакин обучается Тууму и заблудившаяся паломница. Ебать, куда я попал? Да батин орден по сравнению с вами курил в сторонке. Нет, на самом деле я просто хотел... Слушайте, моя мать умерла во время родов. Я потерял недавно отца, продал дом в Рорикстеде. И на все оставшиеся деньги хотел отправиться из деревни в город, чтобы попытать счастье там. Но бандиты все отняли, и я решил пойти к вам. Я еле добрался. Меня хотели всю дорогу убить разные твари. Я убегал. Я сильно замерз. Я голоден. А сейчас вы говорите, что не можете меня принять. Знаете, я уже точно не хочу жить. В этом уже нет смысла. Я просто хочу покончить с этим. Действительно, что же мы как нелюди-то? У парня горе, а мы еще деньги требуем. Проходи, конечно. Там через дверь и налево до конца. Там будет обрыв. Тебе высоко будет падать. Как тебя зовут-то хоть, чудак? Локер. Меня зовут Локер. Локер из Рорикстеда. Забавное имя. Локер-хуёкер. Боря, я же сказал не уносить мою игрушку из моей комнаты. Что она тут делает? Ладно, парни, тащите ее ко мне в комнату. Давайте с ней поиграем. Это был конец. Я был уже готов. Что ж, прощай этот жестокий мир. Я сделал все, что смог.
Что за херня? Я что, иду по воздуху? Но почему? Почему? Я не могу даже просто умереть? Сделал все, что смог? Локер, иди ты нахер. Нет уж, сынок, хрен тебе. Слишком рано. У меня еще большие планы на тебя. Что? Кто ты нахрен такой? Меня зовут Фантом. И да, готовься, Валера.